Добрый день, друзья! Сегодня в этом небольшом видео я еще раз поговорю о свете для мастерской, для художественной мастерской. Вот у меня новая студия, домашняя. Я буду делать сегодня, хочу поставить лампы вот в этот светильник. Приобрел светильник на 9 ламп, для того, чтобы был удобный свет, попадал именно в это место, в угол мастерской, чтобы было удобно работать. Итак, светильник у меня на 9 рожков. Я купил упаковку 10 штук. Одна будет запасная. Е27 патрон стандартный. Лампа светодиодная. Для своих характеристик это достаточно, нормальная цена, недорогая. Я считаю, что они стоят этих денег. 255 рублей за штуку на момент июль 2019 года. Итак, что за лампа? Лампа светодиодная. Вот я тут одну уже распилил. Что-то я их не считал, штук, наверное, 35, около того диодов. 22 ватта, достаточно мощная лампа. Так, сейчас я поближе покажу. Так, вот характеристики. 22 ватта. Это аналог, тут экономия, производитель считает 86%, чуть ли не 90%. 22 ватта выдает аналог 160 ватт лампы накаливания. То есть, возможно, производитель завысил эти данные, но гарантированно 22 ватта от этой лампы будет давать свет больше сотки лампы накаливания. Гарантированно. Производитель Гаусс, кстати, он такой более-менее считается хороший. Так, вот еще важнейший момент. Эти лампы без пульсации. Они чуть дороже ламп с пульсацией, но здесь какой-то стабилизатор стоит, лампа не пульсирует. На обычной светодиодной лампе или LED-лампы, как их называют, с пульсацией, возможно, вы ее не почувствуете при работе, но при долгой работе, конечно же, это для глаз не очень полезно. Вот эта лампа хорошая, стабильно ровный свет. Итак, по характеристикам. Температура 4100 Кельвина. Это не холодный, а такой нейтральный белый свет, чуть теплее, чем свет в пасмурный день. То есть для работы приемлемо, для работы в живописи. Такой чуть теплее, чем в пасмурный день, дает оттенок. Меньше, если встретите лампы, не берите, там 3000, это свет такой теплый, подходит для кухонь, например, для спален. От 4000, чуть выше, до 5, если такие бывают. Но я знаю холодные, там 6000 Кельвин, это уже перебор, это уже слишком холодное. Кстати, можно этот чуть теплый оттенок 4000 Кельвина разбавить, например, одной лампой 6000 Кельвина. Думаю, ничего плохого не будет, будет чуть-чуть в холодную сторону спектр сместиться этого светильника. Я, может, со временем это сделаю. Тогда, может быть, и расскажу об этом, как это работает. Так, характеристики. Е27, 22 ватта, световой поток 1640 люменов, это очень много. 35 тысяч часов, производитель заявляет срок работы. Это очень большой срок, но это, конечно, при идеальных условиях. Без скачков, без перепадов напряжения, а у нас это бывает. Конечно же, они чувствительны к этому, хотя там есть, конечно, и защита такая всякая, там вроде пишет, но, насколько известно, по крайней мере, старые лампы ледовские, они очень не любили эти перепады и горели достаточно, конечно, не так, как лампы накаливания, но перегорали. По крайней мере, здесь есть гарантия 5 лет, нужно сохранять чек и упаковку, и можно ее заменить. Гаусс фирма, хоть и китайская, но серьезная достаточно, она, думаю, обязательства ее выполняет. Так, что еще, это не важно, это так, Кельвина я сказал. Важнейший еще момент лампы, ра, более 90. Ра – это коэффициент цветопередачи, то есть количество, можете подробнее в интернете прочитать, грубо говоря, это отображение всего спектра, у него нет провалов. Провал там меньше 10% каких-то проседаний в спектре. То есть эта цифра показывает, что эта лампа выдает свет, приближенный к свету естественному, с совсем небольшими погрешностями. То есть при этом свете можно работать ночью и особых, то есть вечером, в вечернее время, и вы особых ошибок не совершите в живописи. То есть на утро вас не удивит ошибками то, что вы сделали при свете этих ламп. Кстати, я докупил еще
лампу вот такую. У меня в другом светильнике в углу висят 4 лампы. Одна из них перегорела, ну что-то с ней случилось. Вот я докупил большую вот такую лампу, она помощнее, 50 ватт, 4 Кельвина, 4000 Кельвина. Здесь ра больше 80, ну, то есть это немножко уже хуже цветовой, ну, индекс цветопередачи. Но как дополнительная лампа, рабочая для технический светильник, он мне вполне сойдет. Но основной я хочу сделать, основным светом я хочу сделать вот этот светильник по центру комнаты, чтобы он освещал мой угол, где где стоит мольберт. Так, что еще? Угол светового пучка. Так, подходит для... Так, что еще? Недимируемая. К сожалению, недимируемая. Ну, скоро их научатся димировать. Уже 2 вида есть диммеров, которые крутятся и к таким лампам, и ступенчатые. Вот пока такой мощности ступенчатых ламп нету, но у меня, кстати, стоят в этой комнате диммеры. Вот, диммер стоит. Вот. Я его потом перепаяю. 3 лампы будет включаться от диммера, просто включаться. Вот, тут придется схемку распаять. И основная группа будет включаться с выключателя. Соответственно, будет как бы 3, раз, 2 отдельно и 2 вместе. То есть будет так управляться светильник потолочный. Так, что еще по характеристикам? Так, температура, ну и 5 лет гарантии. Так, почему я снял колпак? Не колпак, а вот этот рассеиватель. У меня сам светильник будет являться рассеивателем. Там такое матовое стекло какое-то. Вот. Этот рассеиватель, или как-то его там, я уже забыл, как его правильное название, он отнимает, ну доказано это в интернете, делали замеры, около 20% светового потока. Я сейчас, кстати, попробую и проверить вот это же утверждение. Сколько он отнимает. Если он сейчас будет разница существенная, я отпилю все колпачки, вот эти выброшу и вставлю в светильник вот в таком виде. Все вот эти вот. Нельзя, без этого, кстати, ставить нельзя без колпака, ну, то есть без какой-то защиты нежелательно. Почему? Поскольку очень яркие точки светятся, они при взгляде на них они реально слепят. Ну, то есть они очень мощный свет дают, такие точки точечные. Ну, может, реально там для зрения не очень полезно все это. Сейчас попробую сравнить световые потоки от этих ламп, от 2. Итак, вот лампа. Выкручиваю лампочку маленькую. Так, включаю обычную лампу, то есть лампу с рассеивателем. Так, включаю. Делаю стандартную высоту для сравнения. Вот какой-нибудь молоточек тут приделаю. Так, ну вот. Потом открываю программку. Так, программка. Сейчас, надеюсь, вам будет видно. Есть много программ по замеру света, количество освещения. Так, сейчас поищем. Рабочая. Так. Вот, люксметр. Вот она. Можете, вот видно, наверное. Можете скачать в маркете. Она бесплатная. Для чего она нужна? Я замеряю иногда уровень светового потока на том рабочем месте, где работаю. Для чего долгая песня? Ну, в общем, чтобы не перетемнить работу. Иногда, когда очень светлый поток, ты просто замерил, если очень светло, ты можешь просто немножко работать на более темных красках искусственно, как бы. Вот сейчас вот 38 показывает, вот датчик вот здесь, вот он показывает, что достаточно мало света проходит на датчик. Уже к окну поворачиваю, уже вот 160-150 ватт. То есть, ну, иногда, ну, не хочу на этом останавливаться, но программка полезная для художника, чтобы немножко померить апертуру, или как это называется. Итак, вот ставлю стандартное положение, вот куда-то сюда. Так, 8569. Так, делаю скриншот сейчас. Так, 8500. Потом, так вот, пускай лежит на... Ну, давайте, вот что-то скачет немножко, наверное, я тут тень даю от окна. Так, ну вот давайте еще чуть более, чтобы запомнить, я делаю скриншот. 8388. Вот в этом же положении я сделаю замер вот этой лампы со снятым рефлектором.
Выставляю высоту. Опять же ту же. Включаю. Блин, не умею скриншот делать. Так, вот. 13600. Итого, смотрите, 8000. Вот, я вам скриншоты покажу. Разница 8388 и 13600. Так, это огромная разница, огромная. Даже больше, чем в том видео, которое я посмотрел. Ну, не знаю, кто математик, сравните. 8300 и 13. Это больше 5000 единиц. Добавляется к 8000 еще 5000. Чуть ли не, ну, не в 2 раза, но 2/3 еще. Но это с маленького расстояния. Возможно, тут с большого расстояния это не так очевидно. Но, в принципе, вот, действительно, такое молоко, оно, конечно же, вот эта вот молочная колбочка, она много отнимет. Да, еще такой момент хочу отметить. Колпаки вот эти, они немножко не дают, как бы, ну, не проветриваются, конвекция воздуха не такая хорошая, они задерживают там тепло, соответственно, лампа больше нагревается. А нагрев, он как бы сказывается на продолжительности сроки службы работы устройства, и, соответственно, я думаю, это тоже послужит как бы плюсом снятия вот этих колпаков. Так, сейчас я их буду снимать, вот эти колбы. Снимать буду с помощью болгарки. Я попробовал снять ножом, но тут, понимаете, такой достаточно жесткий пластик, он местами мягенький, местами очень твердый, ну, неравномерное какое-то покрытие. Китай все же сказывается. Ножом пробовал, побоялся просто обрезать руки, потому что местами очень сильно приходится давить. Ну, болгарочкой, я думаю, это быстрее будет. И вот этот я уже снял болгаркой. Сейчас я вам покажу это. Вот так. Лампы не бьющиеся, в принципе, с ними достаточно безопасно работать. Болгарка их просто сплавит. Она там особо и не будет, как их там, ну, опилок или что-то еще. Она плавит, скорость очень большая, плавит этот пластик и достаточно аккуратно все это делает. Так, вот распилил. Пыли действительно немного, но эту пыль, конечно же, нужно сдуть. И мягенькой кисточкой можно, так немножко сдувая, убрать. Пластиковая пыль на горячих светодиодах, конечно, ни к чему. Так, проверили их при хорошем свете, все. Пыли вроде нету. Так, следующее. Вот вы видите, прям плавится этот пластик от скорости. Итак, вот распилил 9 штук, 9 ламп. Сейчас я их почищу и буду ставить в светильник. Да, у меня, кстати, было видео старое достаточно. У меня стояли лампы Philips, по-моему, или я уже не помню, такие тоже очень дорогие, люминесцентные, с хорошей цветопередачей. Но мне не хватает мощности этого светильника, несмотря на то, что там 12 ламп, и к тому же 3 из них за эти годы перегорели, 3 или 4 перегорели. Соответственно, я решил перейти на вот эти более технологичные, более яркие, более дешевые, кстати, лампы, вот эти вот ледовские. Поразительно, конечно, разница. Я не думал, что колпак столько отнимает. Но без него, повторюсь, без рассеивателя нельзя ставить. У меня рассеивателем, в качестве рассеивателя будет служить сам колпак светильника. Он примерно такой же вот по матовости. А может и можно ставить, не знаю. Ну, я слышал, что они выжигают глаза. Действительно, глянуть в фонарик, вот иногда так работаешь с фонариком налобным, когда там по домашним работам что-то делаешь, там стоят 2 или 3 вот таких вот. И так пару раз
посмотрел случайно, он как лазер выжигает глаза, на несколько минут ты ничего не видишь, все пятна такие. Но это с близкого расстояния. Если на высоте, может быть, и можно так ставить, не знаю. По крайней мере, многие снимают вот эти рассеиватели именно для того, чтобы увеличить световой поток. Так, все, полез снимать колпак. Да, еще такой момент. Пальцами желательно не дотрагиваться до самих светодиодов. Думаю, жир какой-то или грязь на них, ну, ни к чему. Включаю. Так, очень ярко. Да, вот сейчас смотрю на них. Действительно, без рефлекторов они очень яркие, такие выжигающий свет. Больно смотреть, даже днем это просто реально больно. Так что колпак нужен. Сейчас одену колпак. Да, заодно замерю, сколько отъедает этот колпак процентов. Так, ставлю опять же эту программу вот стандартное положение, запоминаю положение телефона, делаю скриншот. Так, так, чтобы не перекрыть датчик. Так. 532 люкса. 532. Так, запоминаю и ставлю колпак. Так, колпак поставил. Там было 532. Здесь у нас... Не понял. 600. Слушайте, я понял, что произошло. Они-то светят... Вот в чем дело. Да, сейчас вниз идет поток больше, именно вниз. В чем дело? Светильник у нас, они стояли вот, лампы сами по сторонам, светили как бы в стороны. Сейчас сам вот этот плафон, он матирует и немножко вот этот сторонний свет еще делит на нижний свет. В принципе, даже вот сейчас с этим светильником, с этим, с абажуром, с этим, или как это называется, стало лучше, даже более равномерный свет. Конечно, количество света уменьшилось немного из-за его счета, но внизу, по крайней мере, более-менее ровный свет, более равномерное распределение света. Вот мое рабочее место у окна, у западного окна, в этом помещении 2 окна. И этот верхний свет хорошо уравновешивает освещение. То есть он, особенно в пасмурную погоду, он дает вот из окна уличный свет, справа будет вот этот искусственный. Сами понимаете, чтобы не было, без нее будет левая часть полотна освещена более, чем правая. Вот. И плюс поможет в пасмурную погоду, когда освещение из окна совсем маленькое, возможно, даже и перекроет это освещение, поскольку бывает такое, что меришь, тут вообще работать нельзя, красное выскакивает, то что, вот когда выскакивает красный, меньше там 200, по-моему, уже для зрения не очень такое бывает. Вот днем в наших широтах Москва такое случается. Вот, это будет у меня основная рабочая лампа. Основная рабочая лампа будет при помощи в пасмурную погоду или работы вечером. А при действительно вечерней работе будет дополнительно еще подключаться вот этот светильник. Вот он. Сейчас его зажгу, наверное. Вот так вот сейчас видно. Вот там 4 мощных лампы по 50 Вт. Включаются 2 плюс 2, соответственно, 3 еще положения можно включать. То есть можно 2 отдельно включить и еще 2 дополнительно к ним. То есть это как дополнительные технические лампы у меня. Сейчас я их включу. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Вроде бы все сказал. Свет получил, светом я доволен. Достаточно недорогой свет, относительно экономный. По крайней мере, если вот этот включать светильник верхний,
дополнительно, это 9 ламп по 22 ватта, сколько это получается, меньше 200 ватт. Ну, казалось бы, 200 ватт много, но для такого мощного и хорошего света, это света, который нужен для живописи, это, я думаю, того стоит, и сами лампы, и количество вот этих киловатт потребляемых. Вот. К тому же я хочу распаять этот светильник, повторюсь, на две группы, на две линии, там 3, и, соответственно, сколько? 3 плюс 6 ламп, чтобы они работали параллельно, то есть отдельно, как бы, можно было немножко управлять, экономить энергию. Вот. Ну, все тогда, наверное, на сегодня. Всего хорошего, удачи. Да, и еще маленький по скриптум. Многие спрашивают, почему я в последнее время перестал выкладывать видео. Некоторые даже скучают, но я просто купил квартиру, вот эту вот квартиру, и буквально погряз в ремонте. Очень много работы, отнимает все свободное время, делаю все сам, поэтому как бы вот такая ситуация. Но месяца через 2, я думаю, стану уже потихонечку выкладывать какие-то видео, в том числе из этой студии своей. Мне она очень нравится, тут 2 окна, светло, очень уютно. Вот. Так что еще увидимся. Всего хорошего, счастливо.